И все вместе, как бы 4 стихии, они как бы по своим шкалам будут описывать вот как бы мир, который существует. Дальше, когда мы там находимся в кресте стихий в середине, да, мы как бы в равной степени нашу точку сборки воспринимает каждый из вот этих сигналов существующих внешних. То есть для нас примерно как бы все равно там как бы громкость, мощность какая-то, да, или там заторможенность каких-то объектов, сдвинутость по времени и так далее. Потому что у сознания, как бы, человека обычно там плотности нету, и сознание не особо вот эти как бы сигналы воспринимает. Дальше, когда мы говорим уже про магическое сознание, то начиная с анахата чакры, начинает накапливаться определенный стихийный сдвиг и возникает специализация сознания. И мы на мир начинаем больше смотреть под определенной призмой, в зависимости от того, какой у вас нарабатывается стихийный сдвиг. Вот. У каждого есть какие-то предрасположенности, мы об этом сейчас поговорим, связанные и с характером, с одной стороны, и с прошлыми жизнями, как бы, да, с прошлыми временами. То есть это некая специализация, которая во времени накапливалась сколько-то жизней уже. Но дальше, как бы, да, из прошлого вот это ваша склонность, как бы, да, видеть мир под определенным углом, она с анахата чакры и выше выливается в свой стихийный сдвиг. И вот этот стихийный сдвиг, он дает более как бы узкую специализацию. Да, то, что вы начинаете мир как бы из вот этого разнообразия сигналов больше видеть как бы одно определенное какое-то качество. То есть если вы движетесь по стихии огня, то вы начинаете из всего разнообразия сигналов от окружающего мира вокруг больше выделять своим сознанием и чувствовать амплитудную сигнал. То есть много-мало энергии, как бы энергичный человек или такой как бы серая мышка. Вы как бы идете, чувствуете, вот здесь как бы место силы какое-то возникает, да, здесь как бы пятно энергии, а здесь как бы наоборот там низина, здесь мало энергии. Если у вас специализация, скажем, по воде идет, тогда вы больше чувствуете инертность объектов и протяженность во времени. Да, скажем, вот этот объект, это как бы там новодел штамповка, только вчера как бы сделали. А вот этот предмет, ему там 100 лет или там 200-300, у него там большая история. Да, там какой-то меч, вот он его просто как бы в Китае вчера сделали, или вот этот меч, ему там 200-300 лет, он участвовал, или больше куда, да, он там участвовал, был как бы мечом какого-то магистра, там, тамплиеров, допустим. То есть такой маг с большей специализацией по стихии вода будет чувствовать вот эту вот историю объектов, протяженность, энергетическую протяженность во времени. Ну и так далее, да, то есть земляной человек будет очень дотошным, вот, и большим занудой, как бы, вот, у него дома будет там как бы все расставлено по полочкам, и под каждым предметом будет своя бирочка, как бы идентификационный номер как бы стоять. А, и такой человек будет хорошо очень чувствовать структуры, да, то есть будет ценить там, не знаю, ткани какие-то, будет чувствовать разницу между разными материалами хорошо, но и качественно там информацию, да, то есть она как бы там структурирована, изложена, или там просто такой взрыв хаоса. И по воздуху человек будет чувствовать хорошо вероятности будущего. Ну, помимо того, что это ходячий хаос, и как бы достаточно, чтобы узнать, какой вы стихии, достаточно к вам домой заглянуть. Как бы, да, и посмотреть, как там вещи расставлены. То есть часто это показатель. Вот кто-то улыбается, себе уже подозревает, как бы какой стихии можно себя отнести. То есть у людей воздуха, а там как бы такой творческий беспорядок, зачастую порядка нету, да. Но эти люди, они будут хорошо, их сознание, оно больше двинуто вперед, в будущем, они там живут, но и они могут больше чувствовать какие-то события будущего, да, и какие-то тенденции, перспективы. Ну, и там как бы множество других сложностей, возникающих отсюда, например, нервоз, да, потому что как бы там неопределенное, как бы, что мы пойдем там и победим, мы получим там должность, это самое. А человек одновременно чувствует еще много вероятностей, что не получится ничего,
как бы, да, ничего не, как бы, это самое, вот, что Земля разверзнется, как бы, вот, и самолет не полетит, и что-то из этого. То есть там все вероятности будущего, они, как бы, одновременно чувствуются тоже. А, То есть возникает некая специализация по тому, как мы мир воспринимаем. Да, и чем глубже мы в стихию погружаемся, тем больше наше сознание специализировано, но эта специализация, она связана еще и с нашим мозгом. То есть специализируется еще непосредственно наш мозг как носитель самого сознания. Изначально, да, когда человек не дошел даже не такой, чтобы с разумом приобретать стихийный сдвиг, у мозга вот эти области, которые связаны со стихиями, они не активны, они не расторможены. Когда вы начинаете в стихию лезть, и ваше сознание начинает приобретать стихийный сдвиг, и мы начинаем работать с практиками, там, двойки, тройки, четверки и так далее, у нас растормаживается та зона мозга, которая связана именно со стихией, как бы с тем, чтобы вот мир воспринимать как бы вот по вот определенному параметру. И чем больше вы с практиками работаете, погружаетесь в эти практики, тем и ваш мозг все сильнее и сильнее специализируется, и в какой-то момент, начиная с пятерок или заканчивая, да, то есть когда вы прошли пятерки, вдруг, то есть научились вытаскивать элементали и перешли к шестерке, а ваш мозг, он уже достаточно сильно специализирован. И с этого момента возникает как бы некая реакция внешнего мира на уже на ваш стихийный сдвиг. Да, то есть у вас как бы возникает некое закрепление, при котором вам в противоположную стихию уже становится тяжело входить. Да, то есть там уже вольты достаточно сильно прибит. Если пока мы как бы не дошли до там пятерки и плюс ее не проработали, мы можем спокойно более-менее заходить в противоположные стихии. Есть как бы стихии противоположные, да, то есть огонь и вода, они противоположны, нельзя быть одновременно. Если мы сдвинулись по огню, мы не можем быть в воде, мы автоматом из воды выходим. И как только мы погружаемся в воду, в прошлое мы выходим из огня, мы не можем быть в огне. Также это земля, воздух, да, то есть если мы погружаемся в структуру, мы не можем быть в хаосе. Если мы погружаемся там, в будущее, то там со структурами много вероятность, там со структурами плохо все. И жизнь-смерть, как бы, да. Три противоположные пары. И при вот этой как бы более сильной специализации, когда вы пятерку прошли, то вам противоположную стихию становится проблематично уже задвигаться, вот, но это пока не то, о чем сильно стоит беспокоиться. Значит, как возникает специализация, про это дальше, про время, да, временные сдвиги я уже немного здесь сказал, что как бы настоящий момент, как бы здесь сейчас, он у нас связан с стихией огонь, но и земля. То есть когда мы фиксируемся по временной шкале, как бы в настоящий момент времени, мы здесь можем работать со стихией огонь, но также и с землей. Когда мы уходим в прошлое, двигаемся в сторону правой колонны, дерево Сефирот туда, поближе к 13 каналу, мы приобретаем водный сдвиг, но максимальное как бы прошлое, да, максимальное торможение – это смерть. Как бы, то есть там за водой мы упираемся дальше в границу 13 канала, оказывается в смерть. Когда мы из настоящего как бы начинаем уходить вперед во времени, в многовероятность, мы приобретаем воздушный сдвиг. И двигаемся в сторону левой колонны дерева Сефирот. Движение по стихии можно представить, как вот мы в поезде едем. И вот мы сидим в поезде, ровно никого не трогаем почти. Это вот как бы огонь или земля. Да, когда выпрыгнули из поезда, побежали назад, как бы туда, где поезд уже был. Как бы, да, и сидим как бы вот на том месте, где мы сидели там 3 года назад. Это как бы вода. Выбежали из поезда, побежали вперед, туда, где поезд еще не приехал, это воздух. Да, мы как бы опережаем события и попадаем в то будущее, о котором Брахма еще не подумал, и там можем взаимодействовать. Но это дает и большие преимущества.
определенные. То есть работа с водой, она позволяет как бы заниматься некой такой подпольной деятельностью. Все оттуда убежали, уплыли, а вы вернулись и все переделали по-своему, как бы поменяли. Вот. Но более интересная работа с воздухом, перспективная, когда мы прибегаем и как бы что-то меняем еще заранее, пока никто не пришел. Потому что вот в этом стихийном сдвиге есть разная как бы амплитуда сигнала, мощность. То есть самый максимум взаимодействий, он происходит здесь и сейчас, в настоящем времени. И как бы повлиять на мир сложнее как бы сейчас, как бы потому что тут самый максимум энергии. Как бы, да, то есть вам нужно, чтобы вот сейчас на как бы, какие-то объекты повлиять, нужно приложить максимальное количество энергии. Как бы, когда мы от огня двигаемся назад, то оттуда уже все ушли. Как бы, да, там количество сигнала, оно как бы меньше гораздо. Но проблема в том, что этот сигнал, он как бы всеми запомнен. То есть свидетели, как бы проблема в свидетеле, которые это прожили, как бы, да, и запомнили в мироздании, несут в себе эту память как бы, о том, там, каким вы были. Вот, то есть каким бы вы ни были крутым там магом, то есть какой-нибудь дедушка Коля, который помнит, как вы там ходили в горшочек. Вот, и как бы пафоса с ним не получается, потому что он как бы там это запомнил как бы вас в неприглядной позе. Ну, так, как бы условно говоря. У Кастанеды есть описана практика, как бы такая стирание личной истории, когда нужно как бы вот это избавиться от всех свидетелей в прошлом, которые вас запомнили. Да, то есть там говорится о том, что ты должен как бы быть для людей непонятной как бы формы, чтобы тебя не могли зафиксировать в определенной какой-то категории. И для этого там предлагается из прошлого вот так вытаскивать энергию взаимодействий. Да, то есть ты как бы вот этот хвост, который у нас остается в прошлом, его как бы вытаскиваешь оттуда свои энергии, и тебя там как бы не схватить, потому что энергетически ты оттуда ушел. То есть тоже такая как бы некая магия воды. В общем, когда мы двигаемся назад во времени, да, мы через свои воспоминания, например, можем пролезть в события, которые были, вернуться в ЮССР, вот, и мы можем там как бы взаимодействовать с людьми, как бы, да, там 20 лет назад. И это как бы то взаимодействие, которое мы делаем там, оно по цепочке как бы начинает оттуда влиять дальше на настоящее и на будущее. То есть вам нужно куда-то на собеседование или с каким-то клиентом, вы сдвигаетесь 20 лет назад, находите его там, если он тогда еще, конечно, родился, вот, и делаете какой-то большой энергетический подарок, дарите что-нибудь очень как бы дорогое, как бы какой-то пирожок, как бы чем-то очень помогаете, вводите в Диснейленд или не знаю. В общем, но это 20 лет назад. То есть вы туда отдаете как бы человеку энергию. Вот. Но получается, как бы, что вы чего-то дали, как бы энергию там от души, и теперь человек вам что-то должен, как бы обратно. Возникает некая волна, которая идет из настоящего как бы вперед в будущее, и это начинает влиять на события впереди. Да? Вы там через неделю идете потом на интервью, и человек такой смутно чего-то где-то в подсознании ощущает этот Диснейленд, который откуда-то появился, вчера не было. Вот. И что вам нужно что-то как бы это, за доброту вашу там расплатиться. Ну, как-то так. То есть как бы вот магия воды, она самая странная, самая парадоксальная. То есть там не работает вот этот закон сохранения энергии никак. Там как бы самые большие парадоксы какие-то возможны. И воздух, да, когда мы уходим вперед в воздух, мы в будущее, мы попадаем в зону сумрака, так называемую. То есть вот эта вот зона, как бы, да, сумеречная зона – это тот понедельник, с которого вы начинаете новую жизнь. Вот это, пограничная. То есть вот это как бы место, сумеречная зона. Когда, как только мы выпрыгнули из поезда и начали бежать как бы впереди, там, где еще никого нет, мы попадаем в пространство, где вот этот сигнал, как бы, он еще очень маленький. То есть Брахма еще об этом не начал думать, и энергия
в объектах и в будущих взаимодействиях, она очень маленькая. Но она такая, что нашему сознанию, энергии нашего сознания, его достаточно, его хватает, чтобы там мир менять. И вот в этом пространстве будущего возможны очень сильная магия, очень сильные как бы, изменения будущего за счет того, что ваше сознание, ваш разум, потенциал вашего сознания, его достаточно, чтобы там мир менять достаточно сильно. Если вы спали, сегодня я вас поздравляю, и видели сны, сновидения, во снах часто бывает, что сон, он достаточно податливый. Да, у вас было такое, что вы как бы взяли и как бы сюжет сна своего поменяли. Да, то есть кто-то за вами бежит, и вы такой, что происходит, и теперь вы бежите за кем-то обратно. Да, теперь уже от вас убегают. Вот. Во сне там бывает, когда можно там полетать и так далее. То есть пространство сна, когда у вас там хоть какое-то минимальное управление идет, не обязательно осознанный сон, но в пространстве сна мир, он очень такой пластичный. Замечали такое? Помните за собой, когда спали, да, что как бы мир, он вот такой очень пластичный. Вот. Это, по сути, это магия воздуха в том плане, что когда мы спим, мы попадаем в сефиру Ницав. Левая колонна дерева Сефирот – это как раз мир воздуха. Но пространство, с которым мы работаем, работая со стихией воздуха, оно похоже как бы на мир снов. Да? То есть это такое некое более темное относительно вот сейчас пространство, сумеречное такая, сумерки поэтому, да, то есть там энергии солнца туда еще не пришло, как бы главная энергия, поэтому такое как бы сумеречное пространство. Но у всех объектов там маленькая энергия. И поэтому нашего сознания его хватает, чтобы прийти и пнуть как бы, какой-то объект как бы, да, в нужную сторону. Вот. Но не тут-то было. Как бы, не все так просто, потому что у этого есть большая расплата.